Призовут юношей, мужчин и женщин, то есть всех, даже переводчиц и психологов, сотни комиссий по стране. И это не Украина и не Россия. Какая страна мобилизуется теперь? Политический переворот или тайная перезагрузка? В Киеве стремительно меняется власть. Кто станет у руля и кому нужны масштабные изменения во время войны? Уйдет ли страна в политическое пике? Машины тонут, люди бегут. Неожиданное наводнение в огромном мегаполисе. Улицы уходят под воду. Почему не готовы власти? И что будет с одним из самых больших городов в мире? Главные новости вечера вторника, 15 июля. И многое другое. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Козырь в рукаве Трампа – одно из главных орудий демократии. Оружие, которым США били по ядерным объектам Ирана, теперь может попасть в Украину, а потом попасть в россиян. По данным The Washington Post, Дональд Трамп рассматривал передачу Киеву крылатых ракет «Томагавк», дальнобойных, малозаметных и способных огибать рельеф. Дальность до 2500 километров. Этого хватит, чтобы поразить любую точку на территории России. Обсуждение шло на высоком уровне 11 июля, и хотя в финальный список поставок ракеты пока не вошли, источники в администрации США утверждают, вопрос не закрыт. Трамп может вытащить томагавки позже, если захочет усилить давление на Кремль. Параллельно Белый дом уже согласовал другие мощные шаги. Украине, по словам источника Washington Post, разрешат использовать ракеты «Атакамс» с большей дальности, а также Украина получит новое наступательное вооружение в рамках сделки с НАТО. Было бы хорошо, если бы все обещания, которые дала администрация Байдена, поставки оружия, были выполнены. Это также хороший знак, что США также осознали, что Россия на самом деле не хочет мира. Я также надеюсь, что они также примут меры в отношении пакета санкций или тарифов, чтобы на Россию было оказано давление. Но это еще не все детали. Официально это выглядело как резкий поворот Трампа. На деле за кулисами несколько месяцев шла тонкая дипломатическая игра. Как выяснили журналисты издания «Шпигель», именно министр обороны Германии Борис Писториус был архитектором схемы, по которой США поставляют оружие, а Европа платит. Я говорил с Питом Хексетом об этом несколько недель назад по телефону и предложил, чтобы Германия купила у американцев 2 системы Patriot, а далее передала их напрямую Украине. Просто исходя из соображений и учитывая нашу ситуацию с поставкой и обслуживанием Патриотов, мы не в состоянии передать еще одну систему, но готовы купить 2 таких комплекса. Первый звонок Писториуса в Пентагон состоялся еще в апреле. Тогда он предложил: Германия покупает у США 2 системы Patriot и напрямую передает их Украине. Ответа сразу не было. Но Писториус не отступал, поднимал тему в Брюсселе, на саммите НАТО в Гааге, а 14 июля лично в Пентагоне. И в тот же день Трамп изменил риторику. Он заявил, что страны, у которых есть Patriot, передадут их Украине, а позже получат новые взамен. Причем, по словам президента США, развернуть их можно очень быстро. Писториус после переговоров подтвердил, обсуждаются конкретные поставки, и Германия готова не только платить, но и передавать технику из арсенала Бундесвера с последующей компенсацией из США. То есть Patriot сначала поедут на фронт, а потом будут восполнены из американских складов. Кроме того, глава Минобороны ФРГ продолжает инициативу по сбору средств от других стран. Генсек НАТО Марк Рютте уже назвал участников: Финляндия, Канада, Швеция, Великобритания и Дания готовы подключиться. Напомню, Трамп официально подтвердил, США будут производить оружие, Альянс платить и поставлять в Украину. Генсек НАТО Марк Рютте уточнил, речь идет о миллиардных поставках, включая ракеты и системы ПВО. В некоторых случаях партнеры отдадут Украине то, что уже стоит у них на складах, и докупят новое у США. Пентагон уже открыл склады свои. Остался только один вопрос: когда в небе над фронтом появится томагавк, и будет ли Москва следующей в списке целей? Как думаете? Пишите в комментарии обязательно. После громких слов президента США о поставках Украине оружия на миллиарды, Швеция моментально отреагировала. Премьер Улов Кристерсон заявил, Стокгольм усилит темп и масштаб помощи.
Я приветствую важное решение президента Трампа о предоставлении Украине более современного оружия и значительное усиление экономического давления на Россию. Как один из крупнейших доноров Украины и вместе с нашими союзниками по НАТО, Швеция будет продолжать содействовать быстрым и существенным поставкам в Украину. На фоне этого всплыли новые подробности. По данным Axios, решение Трампа ускорило телефонная беседа с Путиным, состоявшаяся 3 июля. Кремль дал понять, эскалация будет. И Трамп, похоже, решил сыграть по-крупному. Повестки пойдут тысячами, а списки на сотни тысяч. Вопрос не в том, кого заберут, а кто еще не в курсе. Мобилизация в Польше. Минобороны страны опубликовала проект нового распоряжения. В 2026-м на военные комиссии вызовут 235 тысяч человек. Это один из крупнейших этапов квалификации за последние десятилетия. Старт 3 февраля. Проверки продлятся до конца апреля. Вызовы на такую проверку, то есть повестки, получат не только юноши 2007 года рождения, но и мужчины до 24 лет, и те, кому ранее дали отсрочку, а также женщины из конкретных профессий, нужных армии: врачи, IT-специалистки, переводчицы, радиологи, психологи и другие. Комиссии будут работать в каждом воеводстве, почти 400 точек по стране. Каждый вызванный пройдет осмотр и попадет в реестр. Формально это не мобилизация, но по факту подготовка, от которой никто не застрахован. Армия не зовет, она пересчитывает и скоро начнет отмечать тех, кто не пришел. Процесс смены власти в Украине получил новый неожиданный поворот. Или от перестановки слагаемых внутри Кабмина ничего не изменится. На Банковой готовят политический переворот. Все, что обсуждалось за закрытыми дверями, выходит на голосование. Кабмин Украины ждет масштабная встряска. Новый премьер, отставки, слияние министерств и громкие переходы. Частично мы с вами об этом уже говорили в предыдущих выпусках. Но одно из самых главных изменений – министр обороны во время войны. Поговорили об этом с генерал-майором СБУ запаса, экс-заместителем главы службы Виктором Югуном. В первую очередь будет меняться система заказов и заказ и закупка вооружения. Вот это самое главное. Если действительно Умеров уйдет в дипломатию, как сейчас как бы более-менее представляют, я думаю, что система которая построена вокруг Министерства обороны, она будет резко изменена. Она очень четко у нас меняется под каждого министра. Что мы сталкивались действительно с очень серьезными проблемами, когда вроде и заказ и шел, вроде как бы предприятие есть, и вроде бы как бы оно расположено даже на территории наших партнеров, но, деньги куда-то уходили, а то, что должно было поставляться, не поставлялось. Не хотелось бы этого видеть. И все-таки я надеюсь, что придут к министру обороны не друзья, не товарищи, не одноклассники, не люди одной национальности и веры, а придут технократы, которые будут работать именно как профессионалы, а не как очень близкие люди. Как стало известно, в ближайшие дни Верховная Рада Украины проголосует за обновление состава правительства. Увольнения министров намечены на 16 июля. Новые назначения на следующий день. Главной фигурой станет Юлия Свириденко, первый вице-премьер и глава Минэкономики, которой Зеленский предложил возглавить Кабмин. Хотя в полномочия президента формирование Кабмина не входит. В задачах укрепления экономики, поддержка граждан и масштабирование военной промышленности. К тому же на ключевые дипломатические позиции, включая посольство во Франции и представительство при ЕС, пророчат действующих пока членов Кабмина. А тем временем премьер-министр Украины Денис Шмыгаль у себя в телеграм-канале выложил фотографию заявления, в котором просит президента принять свою отставку. Без предупреждения и без шансов на подготовку Нью-Йорк захлестнуло внезапное наводнение. Улицы ушли под воду, станции метро затоплены, машины застряли в потоках. Спасатели вытаскивают людей прямо из авто. Сильнейшие ливни обрушились на Манхэттен, Бронкс и пригороды. Некоторые районы за несколько часов получили более 15 сантиметров осадков. В Нью-Джерси губернатор объявил режим чрезвычайной ситуации. В метро коллапс, остановлены линии, закрыты
закрыты некоторые станции, водителей просят не выезжать, дороги непроходимы. Когда в Нью-Йорке идет дождь, это ужасно. Я не знаю, что происходит с дренажной системой. Посмотрите на это. Боже упаси, если кто-то поскользнется и упадет в эту воду. Придется срезать всю кожу. Это ужасно. Спасатели используют технику, чтобы вытаскивать застрявших. В некоторых пабах уровень воды внутри поднялся до колена. Это уже второе подобное наводнение за 4 года. Америка тонет, и это только начало сезона штормов. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.